Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке из серии «Военная техника», а именно танку Т-54, который производился на Тульском патронном заводе. Игрушки серии «Военная техника» начали производиться на этом заводе в 1967 году. Также известно, что перестали их производить в 1995 году. Точную дату начала производства танка Т-54 сложно назвать, но с конца 70-х годов он уже точно производился, если судить по штампам на коробках. Прообразом для этой игрушки послужил советский средний танк Т-54, который серийно выпускался с 1947 года. Танк Т-54 является развитием танка Т-44, и он имеет такую же компоновку. Вторая мировая война дала сильнейший толчок развитию танкостроения. Был накоплен богатый опыт ведения войны с участием бронетехники. С 1946 года Т-54 и его модификации по всем параметрам превосходили иностранные средние танки, а его орудие имело в то время лучшие показатели бронепробиваемости. Броневой корпус Т-54 сварной, собиравшийся из катанных плит и листов гомогенной стали. Броневая защита танка противоснарядная, дифференцированная, выполнена с рациональными углами наклона. Основным вооружением Т-54 являлась 100 мм пушка Д-10Т. Длина ствола орудия 56 калибров. Бронебойный снаряд ее 100 мм пушки был способен пробить вертикальный лист брони толщиной 125 мм на расстоянии 2000 метров. Т-54 экспортировался и стоял на вооружении в вооруженных силах многих государств мира, использовался в большинстве локальных конфликтов после Второй мировой войны. Танк стал известен своей высочайшей надежностью и простотой, которые высоко оценивали многие эксперты. На сегодняшний день танки Т-54 сильно устарели и легко поражаются почти из всех противотанковых ракетных комплексов. Игрушка танк Т-54 выпускалась под номером 16 в серии «Военная техника». Сделана эта игрушка полностью из металла и красилась оружейной краской, так как производилась она в литейном цехе патронного завода. Пластиковыми деталями у танка являются только колеса. Конструкция этой игрушки добротная, и кроме пушки хрупких и выступающих частей у нее нет. Потому чаще всего отламывается или гнется у нее именно дуло пушки. Башня этого танка является подвижной деталью и вращается вокруг своей оси. Этот Т-54, как и другие игрушки из серии «Военная техника», со временем менялся в некоторых деталях, которые обусловлены какими-то технологическими изменениями и усовершенствованиями в процессе производства. Однако эти изменения были незначительными и малозаметными. Отличия могут быть в надписях на днище и в некоторых особенностях литья. Самые ранние модели отличаются от последующих прежде всего сплошным металлическим днищем и гусеницами без каких-либо вырезов, на котором не было ни клейма завода, ни цены. Заклепки на днище по форме выпуклые и мелкие, чем в более поздних моделях. Этот танк встречается довольно редко в продаже, и из-за отсутствия выреза на днище и логотипа его сложно идентифицировать как тульский. Однако все остальные особенности литья идентичны, и подчерк тульской игрушки отчетливо виден. Кроме днища, явно еще отличаются по бокам имитация гусениц и колес. На гусеницах отсутствуют гребни на траках, а колеса выглядят толще. Заклепки на днище маленькие и выпуклые. Скорее всего, из-за каких-то производственных сложностей при сборке и отливке танка сплошное дно чем-то не устроило конструкторов, и дальше и до самого конца производства днище и гусеницы снизу были с вырезом. Также на днище появилась цена 1 рубль 50 копеек, но без логотипа Тульского завода. Кроме того, на гусеницах появились гребни, а имитация колес стала не такой толстой. Следующим вариантом было днище с ценой 1 рубль 50 копеек и логотипом. Однако в тексте надписи пропадает буква «С», то есть просто логотип и номинал цены. Заклепки на днище все еще выпуклые, но становятся немного больше по размеру. Дальше танк стал производиться уже опять с полноценной надписью, с ценой и логотипом, то есть снова появилась буква «С» перед номиналом цены.
Вначале заклепки были небольшого размера и выпуклые, а ближе к концу 80-х годов ставились больше по размеру и плоские. На самом позднем варианте на днище опять пропадает и цена, и логотип, но остается рамка под них. Отличить самое раннее днище от самого позднего можно прежде всего по днищу с вырезом и без, и по форме заклепок. На ранних они более выпуклые и маленькие, а на поздних плоские и большие. Есть вероятность, что могли существовать и другие типы нанесения цены и логотипа, но я таких доказательств, к сожалению, не нашел. Других явных отличий между ранними и поздними моделями практически нет. Если и встречаются какие-то, то они в основном связаны с особенностями литья. Хотя на более ранних моделях с левой стороны на ящиках замки размещены ближе друг к другу, а на более поздних моделях замки расположены не так кучно и дальше друг от друга. Кроме Тульского патронного завода, подобный танк производили мощностями Днепропетровского завода Днепропресс и Сафоновского завода Гидрометприбор. Отличаются эти танки как литьем, так и днищем, и спутать с Тульским Т-54 довольно сложно их. Коробок к этой игрушке, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цвету и надписям. В составе наборов танк размещался просто в общей коробке в выделенном ему месте в пенопласте. Если вам интересны игрушки серии Военная техника, то на моем канале есть еще обзоры по этой тематике. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!